Пламя пожирания пустоты напал на клан Яо и даже сумел разбить фрагмент предка Доуди. Защитная формация пала. Это стало фатальным, ведь теперь Яо Дань мог рассчитывать только на собственную силу. Всем кланам они решили дать последний бой. Что же произошло далее и какую роль сыграл клан Туньлин, о котором мы говорили в прошлом видео? Давайте рассмотрим. А вначале ставьте лайк и пишите комментарий. Это как толчок Ютубу, чтобы он больше рекомендовал видео. Да, вы можете напрямую повлиять на просмотры. Благодарю за вашу активность. Итак, глава. Яо Дань крикнул «Вперед!». Его тело дрожало, как и тысячи фигур, заряжающих небо. Чудовищная Доу Ци всего клана, не сдерживаясь, вспыхнула и превратилась в столб энергии размером в 10 тысяч метров. Он с шокирующим импульсом полетел в сторону пожирающего пустоту пламени. Сяо Янь серьезными глазами наблюдал за покрывшей небо Доу Ци. Такого рода великое возмездие действительно было достойно клана Яо. Однако сила второго пламени была слишком ужасающей. Ранняя стадия 9 звезд святого. Сила клана Хунь на самом деле так пугает. Неудивительно, что они смогли спокойно уничтожить клан Лин и Ши. Сяо Янь крепко сжал кулак. Что самое главное, здесь было лишь пламя. Сам глава клана так и не появился. Возможно, он мешал клану Гу что-то обнаружить. Хунь Худзи посмотрел на яркие столбы Доу Ци. Если он даже слегка коснется такого количества энергии, то скорее всего сразу же получит серьезные ранения. В конце концов, в этой атаке собралась полная сила всего клана Яо. Взгляд пожирающего пустоту пламени также слегка колебался. Очевидно, что даже он не смел небрежно относиться к такой ответной атаке со стороны клана Яо. Он полностью вытянул вперед обе покрытые символами ладони, после чего сформировал печати. Черное пламя, покрывавшее небо, вспыхнуло. Наконец, в небе образовалась большая вращающаяся черная дыра, а в округе появилась чрезвычайно пугающая пожирающая сила. Она тут же хлынула во всех направлениях. Перед лицом такой пугающей силы земля поднялась, трещины расползлись по земле. Большая часть столбов Доу Ци попросту устремились в черную дыру, но и там вызвали сильные колебания. Черное пламя отшатнулось на десятки шагов назад. Выражение лица Хунь Худзи резко изменилось. С этим кланом Яо действительно нелегко иметь дело. Фрагмент души Яо Ди, возможно, был рассеян, но в конечном итоге пожирающее пустоту пламя было ранено. Даже такому сильному существу, вроде него, пришлось отойти назад. Глаза Хунь Худзи быстро мерцали. Тело пожирающего пустоту пламени также стабилизировалось. Размеры пылающего вокруг его тела черного пламени значительно уменьшились. Внешне он не выглядел хорошо после столкновения с атакой клана Яо. Да, клан Яо давал достойный отпор. Голос пламени разнесся по округе. Клан Яо неплох. Вы действительно намного сильнее по сравнению с кланом Лин и Ши. Тем не менее, ваша окончательная судьба предрешена. В тот же миг черное пламя в небе начало формировать сферы пламени, которые внезапно взорвались. Сразу же над небом раздались резкие вопли. Члены клана Яо мгновенно распространили свою Доу Ци. Многие люди почувствовали боль в груди. Опустив головы, они увидели, что на их груди присутствует огромная кровавая дыра. Свежая кровь хлестала наружу вместе с выбитыми из груди внутренними органами. Что это такое? Выражение Сяо Яня помрачнело. Он случайно схватил одну сферу. Эти вещи имели человекоподобные тела. Они способны пожирать плоть и Доу Ци людей, воскликнул Яо Лао. Несколько фигур из черного пламени уже превратились в сгустки черной крови, лежавшие под его ногами. Весь горный хребет погрузился в хаос перед лицом атаки этих странных существ из черного пламени. Повсюду вспыхивали напряженные бои. Жалкие визги, не переставая, звучали вокруг, а кровь окрашивала землю. Глава Яо Дань с высоты посмотрел на хаотичную гору медицины. Его лицо стало крайне мрачным. Взмахнув рукавом, пугающая Доу Ци начала извергаться, непосредственно убив сотни существ рядом с ним, после чего он схватил рукой существо из черного пламени. Казалось, он кое-что заметил. Клан Туньлин. Как возможно, что этот клан все еще существует? Разве их не истребили еще в древнюю эпоху? Клан Туньлин? Сяо Янь резко нахмурился, услышав крик Яо Даня. Он на мгновение задумался, после чего переглянулся с Яо Лао. Очевидно, что учитель также знал об этом так называемом клане Туньлин. Хунь Худзи засмеялся. Яо Дань, ты действительно достоин быть главой клана Яо. Теперь ты понимаешь, почему мой клан Хунь напал на вас? Яо Дань шокирующим взглядом посмотрел на пожирающее пустоту пламя в небе. Он осознал чрезвычайно пугающую вещь.
Неудивительно, что ваш клан Хунь продолжает существовать с древних времен, несмотря на упадок всех древних кланов. Все дело в способности клана Туньлин поглощать родословную Доуди древних кланов. Эту же способность получило пламя пожирания пустоты, когда поглотило тело последнего патриарха клана Туньлин. Мы об этом подробно говорили в предыдущем видео. Итак, цель уничтожения клана Яо была в 3 вещах. Первая – забрать нефрит Тоше. Вторая, не менее важная, поглотить божественную родословную этого клана. Ну и третья, захватить все души клана Яо. А представьте, насколько ценятся души алхимиков. Как поступит Яо Дань? Взмахнув рукой, он притянул десятки молодых членов клана Яо, лучших гениев молодого поколения, а далее обратился к старейшинам. Старейшины Яо, самоликвидируйтесь и уничтожьте царство. Мы можем умереть, но должны обеспечить выживание родословной клана. Многие эксперты клана Яо в небе дрогнули, услышав этот суровый приказ. Горе и решимость наполнили их лица. Между уничтожением клана и принесением себя в жертву ради сохранения родословной, они без колебаний выбрали последнее. В этот момент Сяо Янь также глубоко вдохнул. Он схватил Яо Лао за руку. Пришло время. До этого момента он лишь спокойно ожидал, но теперь пришло время действовать Сяо Яню и показать все, на что он способен. Эта глава имеет название «Война ради истребления клана». Эксперты клана Яо были готовы самоуничтожиться. Хунь Худзи похолодел. Если бы столько экспертов самоуничтожились одновременно, даже это запечатанное царство могло быть разорвано. Однако пожирающее пустоту пламя уже превратилось в бесчисленное количество членов клана Туньлин и не могло остановить их. Но Хунь Худзи кое-что придумал. Конечно же, вызвать подкрепление. Он быстро достал пространственный свиток с черным пламенем, после чего он внезапно разбил его. Черное пламя вспыхнуло и образовало туннель. Многие фигуры появились в небе этого хаотичного места. Прозвучал пугающий голос. Неожиданно, что ты действительно оказался в таком состоянии. Волны могучих темных аур распространились по небу после того, как из туннеля вышли черные фигуры. Такая мощь заставила утонуть сердца всех в этом и без того опасном состоянии. Эксперты клана Хунь наконец-то показали себя. Это увидел Яо Дань. Там стояли 2 старейшины клана Хунь – Хунь Цзинь и Хунь Янь. 2 из 4 святых демонов клана Хунь. После Хунь Тяньди и пожирающего пустоту пламени они были сильнейшими в клане. Святые пика 7 звезды, почти 8-я звезда. В трейлере мы видим, как показан один из них. Ну вот и все. Теперь точно конец клану Яо. Старейшина Хунь Янь слегка усмехнулся, посмотрев на Яо Даня. Он сказал: «Яо Дань, алхимические навыки вашего клана Яо все еще могут пригодиться нашему клану. Если вы согласитесь, чтобы клан Яо стал дочерним кланом моего клана Хунь, вы сможете сохранить родословную». Но Яо Дань резко отказался. «Даже если мой клан Яо пожертвует нашей последней каплей крови, мы определенно не будем унизительно жить под вашим кланом Хунь». Старейшина Хунь Янь ни капли не удивился ответу Яо Даня. Он сказал: «В таком случае мы можем только убить всех вас, не оставлять никого в живых». Получив приказ, все прибывшие эксперты из клана Хунь сразу же высвободили доуцы и устремились вниз со всех сторон. Но члены клана Яо начали самоуничтожаться. Сразу же чрезвычайно дикая энергия взорвалась в небе. Некоторые эксперты клана Хунь тут же выплюнули кровь и быстро отступили. После того, как первый эксперт клана Яо самоуничтожился, казалось, будто он внезапно зажег огонь надежды. Сразу же свет вспыхнул в телах многих. Наконец, как падающие звезды, они самоуничтожались одновременно. То еще зрелище. Устрашающая буря мгновенно сравняла с землей весь горный хребет. Столкнувшись с такой пугающей, самоуничтожающейся атакой, царство Яо, которое первоначально было полностью запечатанным, снова стало искажаться. Появились крошечные трещинки в пространстве. «Продолжайте», – велел Яо Дань. Их действия принесли плоды. Однако бесконечная печаль скрывалась под этой радостью. Кто бы мог ожидать, что мирно проводящий церемонию клан Яо на самом деле потеряет десятки миллионов граждан, потомков и многих членов клана. Опасность истребления клана по-прежнему висела над ними. На данный момент единственное, что они могли сделать, это самоуничтожиться и дать возможность их молодому поколению и родословной выжить. Старейшина Хунь Цзин в небе холодно фыркнул. Он вмешался, отбросив некоторых экспертов в дальние места, чтобы ослабить взрывы. Яо Ваньхо. Глава Яо Дань громко взревел, увидев, как вмешался Хунь Цзин. Покрытый кровью старейшина Яо Ваньхо тут же взлетел в небо.
За ним последовала пара влиятельных старейшин клана Яо. В этот момент доуци в их телах полностью вскипела, их ауры взлетели. Битва ради защиты членов их клана. Я могу сам их остановить. Холодно рассмеялся Хунь Худзи, увидев, что старейшина Ваньхо и остальные использовали секретную технику ради резкого подъема силы. Он появился перед старейшиной Ваньхо, начав сражение. Видя эту жалкую и трагическую битву, Сяо Янь невольно сжал кулаки. Это была война за истребление клана. В прошлом клан Сяо, скорее всего, также столкнулся с подобным. Ради выживания родословной эти люди были готовы отказаться от всего. Они не чувствовали никакого сожаления, даже если им приходилось самоуничтожиться. В этот момент личная злоба между ними уже исчезла. Члены клана, которые когда-то имели какие-то конфликты друг с другом, были готовы самоуничтожиться ради защиты других. Чёртов клан Хунь. Яо Дань увидел, что даже старейшина Ваньхо был задержан. Он быстро прокатился взглядом вокруг и, наконец, остановился на находившемся неподалеку Сяо Яне. Он тут появился перед ним и Яо Лао. Взмахнув рукой, более десятка членов клана Яо появились рядом с Сяо Янем. Среди них Яо Лин, Яо Тянь и лучшие молодые гении клана Яо. Яо Дань кроваво-красными глазами смотрел на Сяо Яня и говорил тревожно: «Сяо Янь, эксперты из моего клана Яо самоуничтожаются, чтобы открыть царство и предоставить вам шанс сбежать. Я никогда в жизни никого не умолял, но на этот раз я прошу тебя помочь мне сохранить родословную клана Яо». Недалеко от Сяо Яня также стоял старик Шинь Нун. Однако Яо Дань не выбрал его, а именно Сяо Яня. Почему? Инстинкты смутно подсказывали ему, что только Сяо Янь имел возможность помочь ему сохранить родословную. Кроме того, на данный момент у него не было другого выбора. Это заставило Сяо Яня испугаться. Он посмотрел на Яо Даня и почувствовал немного удушения в своем сердце. Независимо от происходящего, Яо Дань по-прежнему оставался главой клана. Сяо Янь глубоко вдохнул. Он взглянул на Яо Лао. Глаза того были немного влажными. Кровавые слезы стекали с лица Яо Тяня. «Глава, позвольте мне остаться. Я буду драться с этими чертовыми ублюдками». Он лично видел, как пару экспертов из клана Хунь убили его отца. В этот момент все, что он хотел, сделать все возможное, чтобы убить членов клана Хунь и отомстить за своего отца. Только Яо Тянь произнес свои слова, ему на лицо опустился сильный удар. Яо Дань свирепо посмотрел на Яо Тяня. Он взревел: «Что ты, бесполезный, сможешь сделать, оставшись здесь?» Бесчисленное множество членов клана самоуничтожились, чтобы предоставить вам возможность бежать? Как ты можешь смотреть им в глаза? Яо Тянь держался за лицо. Он прикусил губу. Кровь продолжала просачиваться из уголка его рта. Яо Линь, которая считалась богиней в сердцах молодых членов клана Яо, тоже плакала. Испытав сегодняшнюю ситуацию, они наконец поняли, что они были просто цветами, защищенными и выросшими в теплицах клана. Глава сурово велел им: «Все вы будете делать то, что скажет вам Сяо Янь. Чтобы убедиться, что родословная клана Яо продолжится, вам придется умереть, если вас попросят». Сяо Янь мягко вздохнул. Он не мог позаботиться о собственном клане, поэтому эта ноша легла на него тяжким грузом. Справится ли он? Ему нужно было положиться на мощь клана Яо, чтобы открыть запечатанное царство. У него не оставалось иного выбора. «Глава клана Яо Дань, я приложу все усилия», – ответил Сяо Янь. Да, интересные события. Ждем действия Сяо Яня. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк и всем пока.